Всем привет! Харьковский велозавод. Легендарное предприятие. Здесь в свое время не только выпускали широко известный велосипед «Украина», но и базировалось Центральное конструкторское техническое бюро велостроения всего Союза. Его разработки выпускали почти все заводы, а в самом Харькове в лучшие годы с конвейера сходило по 800 тысяч велосипедов. Но в последнее время о Харьковском велосипедном заводе почти ничего не слышно. Что с ним? В каком он состоянии сегодня? Расскажу и покажу в этом видео. Харьковский велосипедный завод – украинское предприятие. Было основано в далеком 1923 году, как легко догадаться, в городе Харькове. Но на самом деле история этого завода начинается даже немного раньше, с производства велосипедов в конце 19 века успешным купцом Александром Лейтнером. Лейтнер создал производство в городе Рига, которое буквально за несколько лет разрослось до полноценной фабрики. В 1901 году фабрика выпускала уже более 20 моделей велосипедов. Но наступила Первая мировая война, и фабрику пришлось переместить из Риги в Харьков. Уже в 1916 году предприятие начало работать на нужды фронта. С заводских конвейеров начали сходить складные военные велосипеды под названием «Дукс боевой». Согласно контракту, завод должен был произвести 3000 таких велосипедов. И к концу 1917 года на фронт отправили 3500 штук. А затем произошла революция, и к власти пришли большевики, которые национализировали завод. В 1923 году было принято решение улучшить производственные мощности предприятия, объединив заводы Лейтнера и Блейхерта в один. Так появился велосипедный государственный завод имени Петровского. Предприятие модернизировали, переведя его производственные мощности в новые цеха, куда была проложена небольшая железнодорожная ветвь. Общая площадь Харьковского велосипедного завода занимала 3 гектара. До начала модернизации на заводе работали 50 опытных специалистов-практиков, которые стали костяком будущего коллектива. Именно из них сформировали основной состав наставников и инструкторов, обучавших новичков в работе. К концу 1923 года этот небольшой коллектив в примитивных условиях сумел изготовить первые велосипеды, а в 1924 году выпустить уже более 1000 штук. Все в том же 1924 году трое студентов Государственного института физической культуры Андрей Князев, Илья Фредберг и Жорж Плещ решили совершить кругосветное путешествие и сделали это на недавно выпущенных велосипедах Харьковского завода. Турне молодых людей длилось 3 года. В процессе работы на заводе искали и находили самые неожиданные технологические решения. Например, предприятие не имело специальных труб для велосипедных рам. Кто-то предложил использовать казацкие пики, оставшиеся на территории соседнего завода со времен Первой мировой войны. Развитие отечественной промышленности в те годы сдерживало зависимость от иностранных государств, которым приходилось обращаться за материалами, деталями и оборудованием. С каждым годом продукция Харьковского велосипедного завода становилась все популярней. В 1926 году на производство была поставлена первая единая модель велосипеда «Украина». В 1925-1927 годах Харьковский велозавод выпустил почти 12 тысяч велосипедов. Вплоть до переоснащения в 1929 году завод выпускал продукцию на оборудовании, на 90% состоящем из старых, еще лейтнеровских станков, механизмов и оснастики. Пока разрабатывался проект реконструкции завода, коллектив делал все возможное, чтобы не только не останавливать производство,
но и наращивать выпуск продукции, велосипедов и запасных частей. И вот весной 1929 года был сдан в эксплуатацию новый корпус на 1500 квадратных метров. Введены дополнительные площади в монтажном корпусе. Коллектив смог решить ряд крупных технических вопросов, позволявших повышать производительность труда, улучшить условия работы, внедрить новые изделия и совершенствовать технологический процесс. После реконструкции Харьковский велозавод стал самым большим производителем велосипедов в Советском Союзе. До Второй мировой войны завод набрал просто приличные обороты по производству и делал около 100-120 тысяч велосипедов в год. Причем самым популярным из них был как раз байк под названием «Украина». 22 июня 1941 года радио принесло страшную весть. Началась война, а 16 сентября велозавод получил распоряжение о начале эвакуации. Производство рассредотачивалось по нескольким городам, а 1 октября началась эвакуация всего производства. Помимо оборудования и запасов сырья нужно было эвакуировать заводские кадры, сохранить основной костяк рабочих, инженеров и техников. Начался демонтаж оборудования. Снятые с фундамента станки тут же грузили на железнодорожные платформы, стоявшие на заводской ветке. Самый крупный эшелон из 15 вагонов был отправлен 12 октября. В них разместились вместе с оборудованием 185 семей рабочих, на 8 платформ погрузили оборудование. В целом с завода удалось вывести 40 вагонов, почти все оборудование и 50% материалов. 14 декабря поезд с людьми и оборудованием прибыл в Бухару. На новом месте производственные мощности разместили в неприспособленных помещениях бывшего хлопкоочистительного завода. Однако всего за несколько недель рабочий цикл наладили, а предприятие начало выпускать военную продукцию для нужд фронта. В 1943 году освободили оккупированный Харьков. Спустя год предприятие переместили обратно в родной город, где продолжилось производство военной продукции, вплоть до капитуляции нацистов. С июня 1945 года Харьковский велосипедный завод вернулся к привычной для себя работе производству велосипедов. После войны началось бурное развитие велосипедного производства. Это хорошо отразилось на деятельности завода. В 1948 году на Харьковском велосипедном заводе серийно начали производить женские и детские велосипеды. Также стартовала разработка отечественного спортивного велосипеда. А до конца пятилетки предприятие должно было выпустить 350 тысяч велосипедов в год. Харьковский велозавод разрастался, увеличивался штат работников, вводились в эксплуатацию новые цеха и модернизировались производственные мощности. Харьковский велозавод стал работать в 3 смены. В 1950 году предприятие освоило выпуск новой модели велосипеда V110 «Прогресс». Тогда же велосипеды Харьковского завода принимали участие в международных соревнованиях и ничем не уступали иностранным аналогам. Спустя 8 лет Харьковский велосипедный завод начал экспорт велосипедов в другие страны. Свои самые лучшие времена Харьковский велозавод переживал в 60-80-е годы прошлого столетия. Завод выпускал различные типы велосипедов от детских и подростковых до профессиональных, трековых и шоссейных. В 1960 году Харьковский велозавод переходит на выпуск новой модели V120, которой решено вернуть историческое название «Украина». Она станет не только самой массовой продукцией Харьковского велозавода,
ну и фактически визитной карточкой на долгие годы. Турист, Спутник, Спорт, Чемпион шоссе, Старт шоссе – эти модели пользовались огромной популярностью и считались самыми лучшими. В 1958 году Харьковский велозавод начинает выпускать и первый в стране моторизированный велосипед В901. А его улучшенную версию В902 разработки Харьковского центрального конструкторского бюро передают для производства на Львовский велосипедный завод, который впоследствии станет ключевым производителем мопедов уже под именем ЛМЗ. В 1970-е годы харьковское предприятие выпускало различные модели велосипедов, спортивные, туристические, детские и так далее. В год общий выпуск велосипедов мог достигать 800 тысяч. За год до Олимпиады 1980 года на Харьковском велосипедном заводе разработали уникальные на то время спортивные велосипеды «Москва-80» и «Чемпион шоссе». Эти модели имели новаторские конструкторские решения. Но велосипеды не были готовы к Олимпийским играм, в результате чего проект не получил дальнейшего развития. В течение 1983-1985 годов в цехах появились новые автоматы, полуавтоматы, агрегатные станки. В последнем году пятилетки были освоены 4 промышленных манипулятора. В 1986 году было создано производственное объединение «Харьковский велозавод» имени Петровского. В объединение вошло и Центральное конструкторское бюро велостроения. После развала СССР на заводе начались проблемы. Резко ухудшилось экономическое и финансовое состояние, а также объем выпускаемой продукции. Харьковский велосипедный завод сталкивается с невероятными потрясениями. Как и многие советские предприятия, когда попадали на конкурентный рынок, Харьковский велозавод не успел перестроиться, исходя из реальностей. До 1998 года завод болтыхался в непонятном состоянии, производя в 20-30 раз меньше велосипедов в год, чем поздние советские годы. В 1999 году производство выкупила частная компания, которая смогла за пару лет восстановить производство, выпуская в пиковом 2001 году около 80 тысяч велосипедов в год. До 2008 года положение можно было назвать стабильным, но без какого-то развития вперед. В 2009 году на территории завода сгорел лакокрасочный цех, который подорвал одну из производственных цепочек. С того момента завод практически полностью начал отказываться от производства собственных велосипедов, и Харьковский велосипедный завод по факту стал сборочным цехом. Харьковский велосипедный завод работал под названием торговой марки «Водан» и выпускал велосипеды для всех категорий населения. Модельный ряд насчитывал более 50 разновидностей велосипедов, в том числе и горные. Попросту говоря, своего ничего не делали. Это такая отверточная сборка китайской продукции по устаревшей технологии. На сегодняшний день от знаменитого Харьковского велосипедного завода почти ничего не осталось. В последние годы о Харьковском велосипедном заводе тоже практически ничего не было слышно, да и велосипедов с таким брендом уже не встретишь. Ходила информация, что территорию завода выкупила строительная компания. На территории расположились магазины, офисы и даже жилые дома. Админздания по периметру не имеют отношения к предприятию. Никаких вывесок, никаких указателей, никаких логотипов велозавода. Но завод, который производил до 1 миллиона велосипедов в год, который подарил нам известные модели как Украина, Старт шоссе, Турист, существует в виде единственного цеха под номером 9, который скоро тоже будет снесен. О бывшем величии Харьковского велосипедного завода напоминают только покосившиеся вывески на цехах и корпусах, и то не везде.
Львиная доля территории завода лежит в руинах, либо сдана в аренду. История Харьковского велосипедного завода подошла к концу. Это целая цепь событий, которые задавили некогда великое наследие. Судя по всему, ушли в небытие не только Харьковский велосипедный завод, но и целая велосипедная отрасль Украины. – 25 ноября 2024 года Хозяйственный суд Харьковской области признал банкротом частное акционерное общество «Харьковский велосипедный завод» и начал процедуру его ликвидации. Поводом для банкротства стало заявление физического лица предпринимателя Елены Хоменко, которой завод задолжал почти 800 тысяч гривен. Общая сумма долгов предприятия перед всеми кредиторами достигла почти 42 миллиона гривен. Во время процедуры распоряжения имуществом оказалось, что юридическое лицо не имеет активов, которые можно было бы реализовать для погашения задолженности. Суд также отметил, что у предприятия отсутствует дебиторская задолженность, которая могла бы стать источником покрытия долгов. Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение прекратить процедуру распоряжения имуществом и начать ликвидацию предприятия «Харьковский велосипедный завод».